Привет, телостроители! Это Владорович, и ты на канале об уличных тренировках и калистенике. Первый, о ком пойдет речь, это белорус Леонид Яковлевич из Могилева, которому уже 80 лет. Он может в 50 раз сделать скручивание на пресс, 12 раз подтянуться, также показать класс для своего возраста на брусьях. На велосипеде в 79 лет проезжал 50 километров за 2 часа. В школьные годы суммарно проезжал по 100 километров за день. Сейчас тренируется порядка 3 часов в день. Утром велосипед около 45 километров, вечер пробежка или плавание в открытой воде 1300-1500 метров. Принимал участие в 1/8 дистанции Ironman, где нужно 500 метров проплыть, 21 или 24 километра проехать на велике и 5200 метров пробежать. В 25 лет получил мастера спорта по вело и тренировал республиканскую сборную. Убежден, что старость наступает от атрофии мышц. Считает, что мужчине важно сберечь сосуды, пересмотреть свое питание, регулярный спорт, как упражнения на выносливость, так и силовая часть. Ведь здоровый скелет как второе сердце. Он отказался от сахара, хлеба и картошки. Ежедневно в рационе кефир, мед на голодный желудок с водой. Чередует мясо, рыбу, творог, яйца, каши, салат овощной. Не менее важно тренировать мозг. Обязательно разгадывает 2 листа сканвордов и с удовольствием смотрит спортивные передачи. Детство и юность и взрослая жизнь не проходили беззаботно. Тренировки только лишь дополняли его будни. До переезда в Могилев работал на заводе закрытого типа. С 12 лет пилил в лесу дрова в 30-градусный мороз, летом косил траву на сено. И ты уже сейчас можешь начинать шутить в комментариях про повышение пенсионного возраста. Напиши, что думаешь о Леониде Яковлевиче. Далее у нас идет очень нестандартный персонаж – Андрей Андронович из Красноярска. По разным источникам около 60 лет, но сам заявляет, что ему 70. Под видео я оставлю Инстаграм, который ему помогают вести, и страничку в ВК. Андроныч – известный скалолаз и столбист из Красноярска. Зимой он живет в Таиланде, зарабатывает на жизнь уроками йоги и шоу на скалах. Без страховки спускается вниз головой, словно Человек-паук, активно пропагандирует ЗОЖ, и не пьет, не курит. Андрей не скрывает, что детство у него было непростым, много трудностей преодолел. Позже работал в детском доме 25 лет. К здоровому и активному образу жизни ему удалось приобщить многих ребят. Старательно прививал им уважение к природе, водил в походы. Также Андрей Андронович был священником в церкви. Сейчас он на пенсии, женат, есть дети. Большую часть времени посвящает скалолазанию. Техника у него отменная. Заниматься начал в 15 лет. Ну а главный вопрос остается открытым. Сколько же лет этому йогу на самом деле? Напиши свои мысли в комментариях. Он привлекает сумасшедшей энергетикой, и к нему тянутся люди. Советуют ни на кого не обижаться, не мстить, получать радость от того, что имеем. Кстати, сейчас он на изоляции на безлюдном пляже Таиланда. Записывает оттуда видеообращение, мол, все хорошо. Так, сегодня у нас уже 2 апреля. Карантин идет у нас хорошо. Сегодня была йога. Здесь закат отличнейший, море вообще теплое, но почему-то на кораллах холодное, а возле берега теплое. Когда ныряешь, там глубина холодная. Александр Концуров, 69 лет. Он лично ведет страничку в ВК, и я с ним списывался. Он заявляет, что не является ни культуристом, ни каким-либо рекордсменом, просто занимается поддержанием своего здоровья и в свое удовольствие. Вот как выглядит только его разминка. 5 вариаций скручиваний на пресс, далее идут упражнения для разогрева поясницы. Александр считает, что нужно в первую очередь укреплять пресс и поясницу, прежде чем приступать к силовым тренировкам. Плеометрические отжимания от пола во взрывном стиле и в завершении только разминки, подтягивания, внимание, 20 повторений в 69 лет. Для некоторых это будет уже полноценной тренировкой, но после разогрева он приступает к железу, жим 60 кг. Приседания, наклоны, подъемы на бицепс – все это и многое другое присутствует в арсенале. Всего использует 4 комплекса, которые он чередует каждые 4 недели. В конце обязательно кардио в качестве заминки, 20 минут на велотренажере. Виктор Моисеевич, 84 года, из Харькова, по прозвищу Харьковский Папай. Информация о нем особенно интересна, ведь он тренируется со мной в одном тренажерном зале. Ранее Виктор ходил на тренировки ежедневно. Лишь недавно тренера совместно уговорили атлета тренироваться хотя бы через день. Возраст все-таки. Занимается с молодых лет, а последние годы в жиме лежа среди ветеранов выжимал 130 кг на рекорд.
Когда я первый раз его увидел, еще в 2016, я просто обалдел, как лихо мужичок управляется с деревянной палкой, размахивая ей словно нунчаками, поднимая ее с пола, подкидывая ногой. А еще он поэт. Очень уж любил рассказывать свои стихи в раздевалке наизусть, которые сочинял сам. Вся тетрадь исписана стихами и короткими рассказами. После тренировки обычно можно заметить его за протеиновым коктейлем на баре и неспешно подготавливаясь к выходу. Летом, когда я ежедневно бегал по утрам, видел Виктора Моисеевича на стадионе. Он выполнял комплекс с фитнес-резиной старого образца и затем пробежку. В жизни его было многое. Военные годы, тяжелые периоды после, а в спорте он нашел себя. Считает, что режим дня очень важный. Ложиться и просыпаться в одно время – это норма, как и часовая зарядка, водные процедуры по утрам. Виктор Росинин, 66 лет, из Красноярска. Он держит передний вис, подтягивается 78 раз за подход, выступает на соревнованиях по подтягиваниям и переборол тяжелую болезнь своей волей к жизни. По молодости выступал в гиревом направлении, выполнял норматив кандидата в мастера спорта и пробежал за жизнь 73 марафона. Он объединил усилия с единомышленниками и многие годы жизни тренировал ребят в самодельном спортзале, гиревиков, пауэрлифтеров, кушает дважды в день, поддерживает сухую форму, 300 раз выжимает гирю правой рукой, бегает ежедневно по 10 километров и любит походы в горы. С ним здороваются и знают все ребята со двора, которые видят на площадке. Виктор – настоящий пример воли к жизни и даст фору многим молодым. Ставь лайк, если удивлен умениями этих мужчин. Очень интересно узнать твои истории. Напиши в комментариях, когда-то были в твоем окружении подобные спортивные люди в возрасте. Я уже делал подобный сюжет о возрастных атлетах из Германии, Америки, Австралии, истории которых так понравились, что ролик зашел на целых 20 тысяч просмотров. И тебе я его рекомендую. Ссылка в подсказке или в первом комментарии. А поскольку уже через неделю новый крутой сюжет на моем канале, обязательно подпишись, нажми колокольчик и пункт «Все уведомления». Так ты гарантированно увидишь мой выпуск, но обещанный подарок ты можешь скачать в описании или в первом комментарии. Автор сюжета я, Владарович. Атлет спит в каждом из нас, и я его разбужу. А мы встретимся в других роликах на моем канале. Выбирай и смотри.